Всем привет! Морозный солнечный денек в Санкт-Петербурге. И это, в общем-то, для зимы совсем неплохо. Кстати, смотрите, что у меня есть. Вот такая вот штука. Это новый крутой продукт от Elf Bar. Посмотрите, какой он компактный, маленький. Его очень удобно носить с собой. Приятно держать в руке. Очень текстильно, очень приятно. У него также очень лаконичный внешний вид. Я сам пользуюсь давно этой продукцией. У них есть множество вариаций на 2000 затяжек, на 3000 затяжек, на 3600 и даже на 4000. Поэтому, ребят, я вам рекомендую. Это очень клевый продукт. Но я погнал дальше снимать для вас крутой контент. Пока-пока. Приветствую. Здравствуйте. Петерговское шоссе. Да. Пристегнетесь? Да. Здесь нормально будет? Да. С вас 770 рублей. Молодой человек, у вас есть такое предложение к вам. Смотрите, либо я плачу вам деньги, и у вас будет хороший рейтинг, либо я еду бесплатно и ставлю вам единицу. Это херово. Ну, знаете, я смотрела там лайфхак в одной ТикТоке, что так можно, практикуются, блогеры так много Кому делают. можно? Мне, потому что, знаете, я такая, я хрупкая, молодая девочка, которая тоже нужно, и передвигаться, и, на жизнь себе А оставлять. не боитесь? Нет, знаете, не боюсь. В плане я очень такая, уверенная в себе, и в плане знаю, к чему это идет, и какой будет результат. Ну, вы знаете, какой сейчас может быть результат? Вы же меня не знаете. Я сейчас возьму, я не знаю, там, и как-нибудь нехорошо с вами поступлю. Я думаю, вы так не поступите. Почему потому это? что, я вижу вас насквозь. В плане, вы не такой человек, который можете что-то со мной сделать. Да ладно? Да. А вы что, прям читаете? Да, я психологией Почему? увлекаюсь, знаете, Да? у меня интуишн, знаете, как развит? В плане могу понять именно ход действий каждого человека. Интуитивно, немножко многогранно, но почти суть одна и та же. Так что давайте лучше, если я поеду бесплатно, и вы останетесь с хорошим рейтингом. Вы, я смотрю, бесстрашная. Да? Здесь такое, знаете, жизнь научила. В плане я очень люблю добиваться всего, и мне нравится именно самой постоять за себя и так далее. Так что вы мне не помеха. А вы не боитесь вот в такие моменты, что, какая-то неприятность может с вами случиться? Знаете, это все решаемо. Каким образом, интересно? Даже если неприятность, можно это решить, я же говорю, иначе вы уедете с плохим рейтингом. Вас никто больше не закажет, у вас будет меньше заказов. Я говорю, с вами может какая-то неприятность Да случиться. вы что, думаете? И какая же, например? Я не знаю, просто додумайте сами. Я думаю, я так не практикую часто именно, а разок можно, и в плане это, наверное, приемлемо. И если я сейчас уеду, и мне по делам нужно, и получается, а вы уедете с хорошим рейтингом. По рукам? А мне уже этот мир абсолютно понятен, и я здесь ищу только одного, покоя, умиротворения и вот этой гармонии, от слияния с бесконечным вечным, от созерцания этого великого фрактального подобия. Нифига, вы, конечно, словоблуд такой. Да, есть такое. Да? Что отнять? Гордитесь этим? Конечно. В плане у меня такой именно подвижный язык, могу четко, сформулированно сказать, чтобы и тоже вам, чтобы рейтинг не упал. Вы же дорожите своим рейтингом. А вы знаете, что такое совесть? Нет. Понятие совести. Знаете, очень сомнительно, потому что не вам меня учить в плане, что такое совесть. А кому? Родителям, я сама, знаете, знаю, чего хочу, как в обществе себя, ввести и так далее. Критерии, нюансы и принципы у меня есть, так что не надо меня учить. Я Такие понял. дела. Вообще забавно придумали. Где вы говорите, посмотрели, в ТикТоке? Да, знаете, я листала долго, в ТикТоке посмотрела еще лайфхаки, там еще какие-то, в приложениях посмотрела, думаю, ага, а почему нет, очень даже интересно, и в плане, один раз, можно согрешить. Можно согрешить? Да. А знаете, что стоматология сейчас очень дорогая? Да вы что, я не знала. Не знали? Сколько по цене? Хотите узнать? Нет, спасибо, я сама, если что, мне подружка работает в стоматологии, у меня есть друзья, которые и мне зубы вылечат, и все будет в наилучшем виде. Я понял. То есть вы со всех сторон прикрыты, да? Конечно, да. Знаете, я привыкла себя реализовывать. У меня есть люди, которые мне помогают, которые меня оберегают, которые мой мотивация, и я не нуждаюсь. Значит, у меня есть выбор. Либо я довез вас бесплатно, да, либо либо я... вы мне единицу вставите, да? Да, верно. Знаете, что я вам скажу по этому поводу? Вы, конечно,
Я не знаю, мне даже слов пока не подобрать. Повторите, подскажите, как бы, я подожду. Я подожду, пока вы выразите свои мысли по поводу меня, что я опять не так сделала, хотя я сделала все правильно. Я вам сказала условия. Убирайте, у вас 2 выбора. Если бы вы были мужчиной, да? Допустим, если вы были мужчиной, вы бы сейчас... Что, вообще-то я как бы женщина. Да. Будучи мама, и как бы с мужчинами меня не свойственно сравнивать. Я думаю, как бы тут мужской пол-то отдельно, женский пол-то отдельно. Они параллельно идут, не так ли? Бля, ни хрена вы, конечно, молодежь оборзели. Знаете, как бы, а как? Вот серьезно, у меня, блядь, у меня слов других нету. Просто. Жизнь-то, она может быть какая-никакая, людьми-то оставаться надо. Знаете, так как бы себя вести. Я сижу, я в ахере, если честно. Я сижу, со мной вообще такое первый раз. Это знаете, я что вспоминаю? Что? Я сейчас расскажу вам. Давайте. Фильм какой-то был Квентина Тарантино, не помню. Чувак рассказывает, как какой-то хрен ограбил банк с помощью бумажки. Видите, какой он молодец. Криминальное чтиво. Бумажку. Чувак приходит в банк, пишет записку, что ваш сын у нас, если не отдадите все деньги, мы его убьем. И дает кассиру. Кассир читает бумажку и отдает все деньги. Смысл в том, что без оружия, без там бомб каких-то, без ничего. Просто пришел чувак с бумажкой и ограбил банк, и унес бабки. Это я к тому, что сейчас просто вот достаточно сесть и просто путем шантажа доехать бесплатно в такси. Я просто в шоке. Ни хера. Кто культивирует эти все моменты? Мне интересно. У вас что там, целая банда, шайка, которая сидит и придумывает вещи, как обмануть, развести и все такое? Ну, это же трешняк какой-то просто. У меня слов просто нет. Реально. Знаете, каждый человек... Я надеюсь, что мои дети, а у меня 2 дочки. Я очень надеюсь, что они не станут такими. Да. То есть вы про себя все понимаете, но вам как бы насрать, правильно я понимаю? Не совсем так, просто как бы каждый хочет вертеться как может, как бы выживает в этой жизни, смотрю, комфортно, как бы в плане. Да. Я ничего такого сверхъестественного не сделала. Просто вводите мое положение, иначе у вас будет рейтинг опущен. Вот и все. Опущен рейтинг. Вы хотите, чтобы у вас был маленький рейтинг, чтобы вам не давали заказы? Ой, знаете. Я же могу сделать как бы не это запросто, и в плане как бы это же вам будет потом плохо, а не мне. Знаете, что я вам скажу по поводу своего маленького рейтинга? Я уже в том возрасте, когда размером моего рейтинга я не стараюсь никого удивить. Это первый момент. Это шутка с сарказмом, которую вы не особо поймете, но это хрен с ним. Второй момент. Вы немножко сели не в ту машину. Объясню почему. Я являюсь владельцем таксопарка. То есть я работаю в своем собственном таксопарке. Понимаете? Я Я тоже, знаете, много чем занимаюсь. Да насрать мне на мой рейтинг. Да вы что? Да, фу, блядь. Да как так? Первый вот человек, так. который попался мне так. Да потому что вот тут реально вам не повезло сесть вам не в деньги ту дороже, машину. а DC рейтинг у вас упадет. Вы не Да насрать мне. Я сделаю так, что он у меня опять поднимется. Вообще. Блядь, есть волшебные таблетки. И рейтинг поднимается. Да? Ничего себе. Да, хоть и маленький, но поднимается. Мне тоже. Поэтому давайте сюда 700 рублей и валите нахрен из машины. Ну что за человек такой? Вы что себе позволяете? Единицу. Если я вообще там 2 единицы поставлю, чтобы вообще никто не приехал. Я могу маркер дать. Вы можете маркером 10, 100 перевернуть телефон и 100 единиц нарисовать. Там больше одной единицы не получится. Да я 100 больше нарисую, чем вы видите. Да похер мне. 700 рублей сюда. 700 рублей сюда кладите и валите отсюда. Мои слова, вы еще вспомните мои слова. Да я вспомню все слова. Об этом. Все слова вспомню, запишу их и выпущу мемуары. Кладите 700 рублей и нахрен с пляжа. Ага, благодарю вас. Свободно. А рейтинг-то упадет. Если бы я знал, что вы на эти 700 рублей себе хоть грамм совести купите, я бы вам их отдал бы обратно. Пока рейтинг упадет. Хрен с ним с рейтингом. Главное, чтобы ничто другое не упало. Короче, это, конечно, пиздец. У меня слов других нету. Скажите, кто-нибудь видел такой? Я так понимаю, что эта херня может сработать, когда в бизнесе. Вот в бизнесе такая херня может сработать. У Вилли, в бизнесе, да, там, когда там реально единица, это все, привет. Но по комфорту мне вообще похеру. Да на самом деле, я вам так скажу, даже если бы я в бизнесе был, мне было бы похуй, потому что... бля, я такой человек. Я бы, блядь, и не знаю, что бы я с ней сделал еще. Не хочу говорить это вслух, блядь. Но...
Она, блядь, не знаю, давайте вы напишите, я говорить не буду. Вот не буду говорить. Вот не хочу. А вы напишите. Вот напишите. Что нужно было сделать, скажите, вот. Мне вот очень интересно. Ну, наглость, конечно, сейчас просто, блядь, зашкаливает у людей, и чего только не придумывают. Я там каждый день читаю в новостях новые способы развода, какую-то чушь, блядь, нереальную. В день по 2 раза звонит один и тот же хуй из технической службы Сбербанка, блядь. Я уже его и нахуй посылал, и уже стебался над ним, и прикалывался. Они все не унимаются, просто вот не унимаются. Ладно, вы пишите, а я, конечно, блядь, надо на заметку себе такой... И на заметку всем такой развод. Обязательно, особенно кто в бизнесе работает и вилле. Смотрите, да. Ну, в вилле не получится, там налик. Ой, там налик нельзя, там только безнал. А вот везде в остальном месте может получиться. Ладно, короче, блядь, пиздец, я даже вспотел чутка. Вот ведьма, а! Ну, ладно.